Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. Да, друзья, вы знаете, вы слышите это пение птиц, эту тишину. И в этот момент начинаешь понимать, ну нет электричества, но бог с ним. Кстати, авария еще не закончена. Очень большая авария, и даже всю ночь в половине Габрова не было света. С утра свет то есть, то нет. Интернет еще не починили. На улице прекрасная погода, друзья. И, в принципе, в этот момент начинаешь, так сказать, думать, а как мы вообще жили без интернета? Как мы жили без сотовых телефонов в свое время? Ну, я на самом деле вот сейчас вспоминаю и думаю, что ничего критического не было. Как раз, когда была пора не сотовых телефонов, если кто помнит вот эти времена, люди были намного добрее, намного спокойнее и намного миролюбивее. Это сейчас эра, когда никто не читает книжки. Детям интересны только игры. Какой-то ажиотаж в жизни. И когда сидишь вот так на улице, когда светит солнце, когда поют птички, когда нет никаких внешних раздражителей, это полный позитив. Ну, не будет электричества и не будет интернета. Мы что, умрем? Нет. Вот, Светочка мне уже говорит, Дима, уже есть и интернет, уже есть электричество. Но если вот так подвести итоги за 10,5 месяцев, это первая такая авария, которую благополучно прошли. А так, в воскресенье никуда не надо спешить. Никуда не надо бежать. Ничего, в принципе, не нужно делать. Просто сидеть на улице, прекрасная погода, солнце, маленький ветерочек. Такое чисто релаксационное видео. Реально просто кайф, господа. Реально, это просто кайф. В продолжении, друзья мои, обзора дома, который я делал позавчера в селе Скалска у нас. Одноэтажный дом с огромным участком. Я там, да, друзья мои, я ошибся, я сказал 4 гектара. Нет, это не 4 гектара, это 4 декара. 4 декара это 40 соток. Ну, извините, ошибаюсь иногда. Не цепляйте, пожалуйста, меня за слова. Спасибо. Я, по крайней мере, все эти обзоры делаю от всей души. И если вы заметили, что я не продаю вам их, я вам показываю то, что продается. То, что сегодня происходит на рынке Болгарии, именно в нашем регионе Габрово, центральная северная Болгария. Скажу вам честно, полистав очень много объявлений, я на досках просто на данный момент я не нашел в нашем регионе дом, чтобы можно было где-то даже тысяч за 70, за 80 евро, не левов, 70-80 евро, чтобы можно было зайти и полностью жить без ремонта. Вот листаю каждый день, смотрю, как и сказал, вписываю, купить дом или участок в районе Габрово. Да. А посмотрите участки под строительство, друзья мои. Там тоже очень много участков под строительство. И цены тоже они никак не те, которые раньше были несколько лет назад. Покупать или не покупать, строить, не строить. Дорогие друзья, это решать только вам. Я всего лишь делаю обзоры, потому что нам самим все это интересно. Тут многие наверняка некоторые думают, что вот тут едет, катается в попытках заработать с кого-то какие-то там 500 евро. Да нет, господа, честно вам скажу, это не моя стезя на данный момент. И если кому-то нужно будет, чтобы я нашел какой-то объект, напишите мне, я найду. Там мы уже после этого договоримся. Но то, что я показываю, это не продажа. Это вот мы приходим в село к Минке,
Спрашиваю, Минка, слушай, что есть на продажу? Минка говорит, есть вот это. Сначала нам показала вот этот дом за 70 тысяч лев. 70 тысяч лев это, по-моему, ну где-то 36 тысяч евро. При том, что продажа без риэлтора. Так что есть собственник, и можно купить прямо у собственника. Собственник один, он болгарин. В этом доме жили люди. И серьезно, вот адекватно, если без всех понтов, как очень многие любят понтоваться, там жуть, как тут можно жить, какой ужас. Да, друзья мои, можно жить, живут люди. И многие наши бабушки и дедушки жили так в дачах под крупными городами в Советском Союзе. Жили. И жили в худших условиях. Поэтому самое главное, чтобы можно было жить в доме, это должно, чтобы было быть тепло, когда зима, прохладно, когда лето, чтобы не рушилась крыша, чтобы можно было сходить, принять душ и сходить в туалет и на чем-то спать. Здесь это возможно. Да, если вы хотите сделать евроремонт в этом доме, он стоить вам будет очень дорого. Ну, те, кто строит в Болгарии, меня прекрасно понимают и оценивают, потому что, читая комментарии, очень адекватные комментарии болгарских подписчиков, абсолютно адекватные, которые в теме, которые знают, что, где, сколько стоит и за сколько продается. Далее идут комментарии людей, которые, ну, не совсем в теме, им любой дом бы не показать и любую сумму бы не назвать, им всегда это все будет дорого. Ну, друзья, прошли времена дешевой Болгарии, прошли. И сегодня сами болгары, которые работают за границей, зарабатывают деньги за границей, это сейчас и больше их рынок. Потому что это видно. Сейчас уже не англичане рвутся покупать там чего-то, не другие иностранцы рвутся покупать, а реально покупают болгары, которые, заработав денег, прекрасно понимают, что земля, дом на земле, это может быть как дача, или может быть для постоянной жизни, те, кто имеет доход и может работать на удаленке. И поэтому складываются вот такие стоимости. Поэтому можно забыть купить за 10 тысяч евро участок под строительство. Участок под строительство за 10 тысяч евро. Честно, нормального участка с нормальной площадью я просто не видел. Не видел, полистал сайты. Да, скажите вы, можно купить в регионах Малка-Тырново, за перевалом Шипкой, что-то ближе к Турции, на равнине. Да, там такой объект будет стоить реально дешевле. Реально дешевле. Недавно один наш знакомый, который 6 лет держал дом на продаже за 65 тысяч долларов. Ну, ребят, за 6 лет он стоял. Бубух. Он его продал неделю назад. Вот это говорит рынок. Рынок говорит, что есть спрос. И я же здесь не сижу и не рекламирую, что покупайте в нашем регионе. Ребят, не надо покупать в нашем регионе. Просто не надо. У нас тут все прекрасно, все хорошо. Если хорошие люди, конечно, пусть покупают. А если люди, те, кто ждет, что будет дешево, ну, немножко не так. Потому что, строя летнюю кухню сейчас, я уже вижу, какие стоимости стройматериалов, какие стоимости работ любых. Это дорого. И переделывать дорого. Поэтому здесь нужно взвесить возможности и смотреть на такие объекты, какие там стены, какие там крыши. Сразу понимать, сносить этот дом, что достаточно дорого. Ну, ребят, снести дом и выбросить мусор — это несколько тысяч евро. Плюс, да, это работа, это тяжело, это долго. Поэтому нужно понимать, каждый понимает лично для себя. Кто-то говорит, что он в такое никогда не зайдет и никогда в таком жить не будет. Это легитимно, это очень правильно. У кого хватает бюджета. Кто-то скажет, я снесу дом и сам построю. Легитимно? Конечно, легитимно. Если у человека есть руки, если у человека есть на самом деле мотивация, желание много вложить своего труда, то тогда вот такого плана объекты, они подойдут этим людям. Если же мало бюджета, ну то не лезьте.
Если же много бюджета, то, наверное, вы тоже туда не полезете, потому что найдете что-то именно под вас. Но всегда же бюджет это очень много определяет, согласитесь. Поэтому просто наблюдайте за объектами, смотрите до конца, пишите комментарии. И хорошего вам дня. И не надо нервничать. Самое главное, это позитив. Это то, что Болгария, она живет, она развивается и привлекает сюда много-много-много разных хороших людей. И для этого я делаю свои видео. Хубав ден, шельхам йом наим. And have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.